классической музыке ничего нового, говорит, 50 лет нету, так все перепевки. В искусстве тоже все, пластиковый пакет туда, использованный презерватив, кнопкой сюда, все. Вот, собственно, все комбинации. В основном, ну, члены нарисовали на мосту, хорошо, согласен. Убить все разговоры, попытки манипуляции. Мне хочется понять, если за этим, за искусством, так называемым, что-то действительно есть, и я чувствую, что, скорее всего, есть, потому что она указывает эмоциональное воздействие. Я хочу знать, как это эмоциональное воздействие работает. Идея с красками очень проста. Некоторые утверждают, что то, что я делаю, может называться экспрессионизмом. Я действительно называю свой метод фрактальным экспрессионизмом и объясню почему. Я использую краски как первичную среду, перемещая тем или иным образом холст, саму поверхность, на которой находятся краски, я предоставляю зрителю возможность разгадать исторический ход событий, то есть по расположению красок и материала на холсте зритель может видеть ту или иную историю. Например, мы видим, что здесь краска и здесь от времени расслоилась, да? Но это же очевидно, что прошло какое-то время, ее давно не смешивали. Если мы перемешаем, то мы увидим, что она стала однородной, и если я вновь ее увижу расслоившейся, это будет означать, что прошло какое-то другое время. И мне кажется, всю историю эволюции человека это было принципиально важным. Чтение следов на снегу, образование облаков, образование волн, все это, кстати, носит фрактальный характер. Так как процессы здесь носят природный характер, состоявшийся на поверхности листа, то, соответственно, и результат очень хорошо узнаваем человеком, потому что человек за всю свою эволюцию привык распознавать в природе, в окружающем мире следы тех или иных событий. Более того, это формировало человека. Например, человек, который видит, как свежий след медведя на глине заполняется водой, делает вполне определенные выводы. Если он подошел, погода хорошая, из соседней лужи, тихой, вслед затекает вода. Правда, мы можем многое понять о происходившем до нас. Так и здесь, возможно, какие-то будут вызываться эмоции при просмотре подобного. Да. Мне это одновременно напоминает и какие-то природные процессы, и, возможно, образование оврагов. Также это, конечно, мне напоминает почему-то костные ткани. Вот эту часть я могу вообще каким-то биологическим структурам и зарождению жизни, какие-то комья цитоплазмы, я не знаю, протоплазмы. То, что я делаю, называется фрактальный экспрессионизм. И этот термин впервые ввел Бенуа Мандельброд. Бенуа Мандельброд заметил, что огромное количество вещей в мире являются фракталами. Мне это очень понравилось. Я это начал замечать вместе с ним. И вот с тех пор я, собственно, это направление и всячески развиваю. Если мы оглядимся вокруг, мы увидим, что мы окружены сплошь и рядом структурами с масштабируемым самоподобием. Более того, все живое, да и в неживой природе таких примеров массы объектов, является фракталом. Фракталом является конструкция дерева, растущая главная часть ствол и боковые ветви. Фракталом является перо птицы, кровеносные сосуды, капилляры в легких.
Фракталом являются дюны и сугробы, которые вьюгой нанесены на снежные поля. Облака кучевые собираются в хлопья, они тоже являются фракталами. Мне сотню раз разные искусствоведы и кураторы пытались сказать, ну это похоже, подобное делал. Я говорю, ну кто, что похоже, никто, ничего особенного. Ну нет такого, что похожего. Ну, нет таких художников, которые рисуют такую хрень. Это как базовый объект начальный. И такой рисунок должен сделать каждый художник, который встал на путь создания картин в стиле фрактального экспрессионизма. Это типичный фрактал, очень простого устройства. Это елочка, как мы видим, простая. Наше новогоднее дерево. Возможно, это игрушки образуются здесь сами. Вот. И елочные игрушки не могут не радовать зрителя. Это мое глубокое убеждение.